Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, какие новости, как это повлияет на рынки и какие движения предполагаются сегодня на вечерней сессии. Давайте начнем с календарика экономического. Сегодня он немножко озадачил. В 12 часов вышли данные по экономическим условиям и экономическим настроениям в Германии. Данные вышли несколько такие сумбурные. Ну, в общем-то, если опираться на более весомый индекс экономических настроений, из него следует, что на самом деле в Германии притормозился стремительный рост, который ранее происходил. Ну, действительно, наверное, это связано и с локдаунами, и постоянной непрухой с вакцинами в Европе. И, в общем-то, эти факторы, они, конечно, о себе в той или иной степени дали знать. Так, ну и далее индекс потребительских цен в Соединенных Штатах вышел выше ожиданий. Инфляция, о которой столько говорилось и столько обсуждалось, наконец-то свершилась. И в Соединенных Штатах началась инфляция, рост потребительских цен. Теперь только вопрос заключается в том, насколько эта процедура, этот процесс будет управляемый. Так, ну давайте перейдем к Bloomberg. Bloomberg очень показателен, как правило, в части того, что они размещают, как они излагают новости и так далее и тому подобное. Сегодня крайне интересно, много событий, которые в ближайшее время существенно повлияют на то, что происходит в мире и в России. Но, во-первых, конечно, что здесь хотелось отметить. Джонсон и Джонсон опять возникла проблема с этой вакциной в Европе. Европе вообще как-то на вакцины патологически не повезло. То ли действительно это карма, то ли кому-то надо сделать так, чтобы в Европе не проходило вакцинирование надлежащим образом. Но на самом деле с этой вакциной Johnson Johnson сразу было понятно, что она проблемная, потому что она отличалась от других вакцин, была приготовлена по старой технологии, а для нового шаманства и борьбы с этой новой напастью старые технологии вроде как не подходят. Ну и, собственно говоря, результат Johnson Johnson он вполне закономерен. Так, ну вот, очень много теперь внимания уделяется индексу потребительских цен в Соединенных Штатах. Уже предполагается, что в течение до конца этого года инфляция годовая составит 2,6, а то и 3,5%. Для развитой экономики это, конечно, позитив, потому что там инфляция, она вызывает экономический рост. Но есть, как говорится, дьявол кроется в мелочах, потому что вот эта инфляция, она, я так полагаю, в большей степени обусловлена ростом стоимости затрат. То есть сырья, материалы, ухудшение логистических цепочек и так далее. И поэтому что-то мне подсказывает, что здесь вот это видение относительно того, что для американской, европейской экономики инфляция это good, оно является несколько старорежимным. В текущих реалиях надо дифференцировать, какая инфляция растет. Это инфляция, связанная с тем, что начинает крутиться экономика, или с тем, что начинают раздуваться затраты. Вот мне кажется, здесь сейчас возникает, в частности в Соединенных Штатах, очень непростая ситуация, потому что все одухотворены тем, что начал расти индекс потребительских цен, но здесь есть такой нюанс. Инфляция, ее в развитой стране очень сложно вызвать, но ее потом очень сложно затормозить. Это первый момент. И второй момент, то, что это инфляция издержек. То есть, если начать анализировать и смотреть, из-за чего происходит этот рост цен, то внезапно вдруг окажется, что рост цен, весь этот волшебный, который предполагается вызовет еще больше экономический рост, обусловлен тем, что подорожало сырье, нарушились логистические цепочки и выросли полуфабрикаты и запчасти, и на самом деле никакой это не экономический рост. Эта инфляция, я думаю, она в течение этого года уже даст о себе знать в очень негативном ключе. Так, друзья, но на самом деле это не самое интересное. Это все лирика. Самое интересное то, что на главной странице Bloomberg Россия упоминается то ли 4, то ли 5 раз. Ну, как бы Путин. Не Россия, а Путин. Вот. Соответственно, такого я вообще не припоминаю, чтобы когда-либо было. Наверное, это к чему-то, к тому, что грядут какие-то события. Так, ну здесь вот информация по поводу звонка Байдена с предложением встретиться, обсудить текущие проблемы и, соответственно, констатация, что есть определенные претензии, определенные вопросы
Ну далее вот такая статья, что Putin looks to spending to get economic back on track. То есть тут как бы вообще какие-то вещи фантастические написаны о том, что ну чуть ли там не в каких-то секретных лабораториях пытаются найти семена экономического роста. Ну, на Bloomberg подобные вещи не очень похожи, они несколько необычны. И, скорее всего, то, что такого рода статьи появляются, они говорят о том, что что-то пришло в движение. Так, ну далее, вот опять же, Россия с Турцией закрыла на 1,5 месяца авиасообщение. Ну, там еще заодно из Танзании из-за коронавируса. Но, наверное, с Турцией там в большей степени играли геополитические мотивы, потому что Турция там кому-то хотела оружие поставлять и что-то там говорила политически невыверенное. Так, ну и вот такая штука по поводу взаимодействия и с Россией, и с Китаем. Также некоторые западные экономисты, политологи, они обращают внимание на то, что вот это обострение на Донбассе, оно произошло синхронно с обострением около Тайваня у Китая. И здесь либо мировой разум так работает, что везде точки напряжения возникают, или это какой-то очень хитрый план. Но я думаю, что теперь, вот в текущей ситуации, возникли все условия для того, чтобы Запад очень крепко взялся за Восток. На то есть масса причин, особенно это касается взаимодействия Запада и России, потому что Запад будет теперь всеми силами Россию втягивать в свою орбиту, потому что Китай становится все большей и большей проблемой. Соответственно, если Россия находится под влиянием Китая, то у Запада позиции очень слабы. События, я думаю, будут развиваться очень стремительно, но с другой стороны, я думаю, какие-то обострения, они все-таки, наверное, сейчас не произойдут, они произойдут попозже по законам жанра. Так, ну вот что касается России. ФАС возбудила дело против Яндекса. Ну, я думаю, что уже давно пора, потому что многие вещи, которые эта компания делает, я не могу их принять ни в каком виде. Но и здесь, собственно говоря, проблема не в том, что я не могу принять, а в том, что такие вещи их просто нельзя делать. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Что у нас здесь по S&P 500, SFD на фьючерс, дневной таймфрейм. Ну, ни дня без рекорда, деньги льются рекой. Разворотная формация за разворотной формацией, которая не выполняется, и рост продолжается. Но обращаю ваше внимание, что это, скорее всего, не продлится дольше апреля, потому как закончится сезон отчетности. Так, друзья, далее индекс доллара, он резко ушел вниз, но здесь как бы с одной стороны по Германии не очень хорошая в части ожиданий информации вышла, но сразу это самое, то, что в Америке пошел рост инфляции, все срезало на корню и он начал проседать. Так, далее VIX, дневной таймфрейм, но здесь консолидация в диапазоне, ниже он не идет, ну и пока не растет, потому что деньги идут на рынок. Вот. Это, кстати, очень интересная ситуация. Будет, не будет пробой 16,2 и уход на 15,13. Я думаю, все-таки больше вероятность того, что такого пробоя не произойдет. Так, друзья, ну вот по поводу биткоина спрашивают, но смотрите, по биткоину, в общем-то, какое-то время назад я говорил, что будет движение на 62 и его, скорее всего, пробитие. Вот сейчас это движение состоялось, вопрос в закреплении на достигнутых условиях. Ну, скорее всего, я думаю, здесь будет сейчас консолидация и к концу недели будет коррекционный откат, ну куда-нибудь в район, наверное, 59,5. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм, здесь позитивная динамика. Ну, собственно говоря, вот это движение на 64,9-65, оно с наибольшей степенью вероятности произойдет. По часовому таймфрейму здесь сейчас коррекционный откат происходит. Опять же, если движение в этом коррекционном откате на сегодня не пробивает 63,2, то его откупят, и уже сегодня мы двинемся на 64,3. Если будет пробой 63,3-63,2, то отсюда разовьется движение, цель которого будет тестировать 63.
Так, далее золото. Золото сегодня полный цикл практически совершило. Оно сначала сняло стопы, пробило 1731, но до 1721 оно так и не дошло. Вот. Ну а далее на фоне ожидания растущей инфляции мы увидели удар по золоту и движение на 1745. Теперь вопрос, будет не будет закрепление выше 1737. Если такое закрепление произойдет, то завтра мы уже увидим очень бойкое движение на 1754 и потом на 1766. Сейчас, я думаю, наиболее вероятно это консолидация в диапазоне 1740-1746. Так, друзья, ну вот сегодня еще вышел отчет ОПЕК. Достаточно позитивные здесь данные. ОПЕК пересмотрел в части повышения и рост мирового ВВП, и рост мирового потребления нефти по итогам 2021 года. Поэтому ОПЕК все видит так, что все будет хорошо, нефть будут качать больше, платить за нее будут больше, и, соответственно, все расцветет на нефтяной экономике. Так, друзья, далее евро-доллар. Но здесь выход из консолидации состоялся наверх, и, соответственно, теперь, если будет закрепление выше 1,1920, то весьма вероятно это движение продолжится, цель будет 1,1985. Вот. Ну, то, что в Америке пошла инфляция, это волей-неволей толкает евро наверх. Вот. В том случае, если в ближайшее время будет откат и пробитие 1,1916, соответственно, евро-доллар уходит консолидироваться вот в этом диапазоне, который 1,1870-1,1920. Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас, конечно, какой-то небольшой откатик нужен. Но я думаю, вот это значение, оно удержится выше вот этой консолидации. Но здесь просто по законам жанра мы должны сходить на 1,1985, может быть и выше. Вот. Но обращаю внимание, если сейчас будет пробой вот этого значения 1,1912, то перед ростом может евро-доллар уйти консолидироваться вот в этой области. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну вот у вас сегодня есть возможность убедиться, как работают уровни. Фактически вот этот вот сильный уровень 77.35, он на текущий момент не дал рублю совсем скатиться, удержал его. Вот. И мы сейчас в ближайшее время наиболее вероятно будем наблюдать консолидацию вот в этом диапазоне 77.35, 76.2, хождение, брождение вот здесь вот. Для того, чтобы пошло более сильное укрепление рубля на 75.5, 75.3, надо, чтобы нефть выросла хотя бы на 66-67, это раз. И во-вторых, чтобы была ясность с геополитическими рисками. Но как мы с вами видим, текущая ситуация политическая, геополитическая, она такова, что будут качели, рублю расслабиться не дадут. И поэтому вот такие движения, они вполне закономерны будут в ближайшее время. Вот. Но все-таки, наверное, более вероятно, что мы какое-то время поконсолидируемся в этом диапазоне. Скорее всего, рублю дальше укрепляться не дадут. И отсюда уже по факту пробоя 77.35 мы увидим движение рубль-доллар в район 80. Опять же, здесь все зависит от геополитических рисков. При такой нефти рубль должен где-то находиться в районе 74,5, возможно даже и ниже. Но мы с вами понимаем, есть, во-первых, геополитика, которая оказывает давление на курс рубля, это раз. Во-вторых, состояние экономики. Поскольку состояние экономики не очень хорошее, то, соответственно, это приводит к тому, что экономика не производит надлежащим образом прибавочную стоимость, а это всегда давление и на потребление, и на валюту. Так, друзья, давайте на часовик перейдем. Ну, смотрите, на самом деле, я думаю, вот это движение, выпуск пары, оно закончилось. Вот где-то здесь сейчас будет консолидация, и отсюда попытка отскочить. Цель движения первой будет 76-75. На сегодня весьма вероятно мы закроемся, наверное, в диапазоне 76,2-76,45, где-то вот здесь вот.
Но если все-таки пойдет движение вниз и будет пробой 76,1, то мы вполне можем увидеть движение, цель которого будет 75,55. Я все-таки думаю, что такой сценарий пока маловероятен. Есть масса причин для того, чтобы рубль не укреплялся. Хотя, опять же, повторяю, при такой нефти он должен уйти на 74,5, а то и ниже. Ну, в смысле доллар, рубль выше. Вот. Но геополитика и ряд других рисков, скорее всего, эту возможность сейчас реализовать не дадут. Если будет задерг, то, скорее всего, движение ограничится вот этим значением 75-75, и потом его потащут на 76,2, здесь закрепляться и консолидироваться. Так, друзья, ну и то, что касается фьючерс на индекс РТС, здесь весьма вероятно сейчас будет консолидация в районе 143 500. Если происходит пробой 143 тысячи, то мы отсюда вернемся вот на этот сильный уровень, который 141 500. Я думаю, все-таки закрытие сегодня будет где-то в этом диапазоне. Дальнейший рост пока выдохся, надо посмотреть, что там, как будет еще Байден звонить. Вот. Но и с другой стороны, особых пока оснований для того, чтобы пробить это значение и уйти на 141 500, я тоже на текущий момент не наблюдаю. Поэтому закрытие сейчас будет где-то вот в этом диапазончике. Друзья, все, основные новости, основные движения по рынку. Спасибо за внимание. Всего наилучшего.